Еще есть кварц. И... Воу, вы только посмотрите. Это я куда зашел вообще? Это что такое? Ладно, я вас запомнил, я еще к вам вернусь. Далеко не уходите. Так, ну и здрасте. И что делать-то? Кварц-то мне нужен. Не подскажете, кварц где? Ребят, кто-нибудь кварц видел? Че, как оно? Пошло? Хорошо? Понравилось? Ой, это где-то вон рядом. Мамочки мои, где ты ходишь? Зачем ты сюда пришел? Вы только посмотрите. Так, ну что ж, друзья, Сабнавтика снова прибывает к нам. Так, сегодня события. В Сабнавтике наконец-то появились генерация кадров DLSS. А это означает, что картинка станет плавнее. Единственное только, конечно, я еще не успел все поднастроить. Есть небольшой input lag у меня с мышкой возникает, но в любом случае это будет поплотнее, повеселее. Вот, вы сами в этом можете убедиться. Кадры уже рвутся гораздо медленнее. Вот, по ощущениям, стабильные 60 плюс кадров. И это намного интереснее. Сейчас, по-моему, у меня стоят высокие настройки. Ладно. С этим еще будем разбираться впоследствии. Но сегодня день важный, потому что я немножко пошуршал интернет в поисках информации о прохождении раннего доступа. И, наконец-то, я примерно понял, где находится Целестин, который мы с вами будем добывать. Так, он нам важен для изготовления вот этой вот самой, этого самого модуля модификаций. С помощью него мы сможем улучшать различные инструменты и транспорт. Конечно же, в первую очередь головастика. Я хочу улучшить, потому что ниже 250 метров сейчас я опускаться не могу. Вот, к сожалению, дальше по условному сюжету раннего доступа нам нужно будет двигаться чуть глубже в этом биоме инопланетных руин. И где-то в районе 300 с лишним метров, может быть даже чуть глубже. Нам нужно будет опускаться. Ребризер у меня уже есть, но улучшенных ласт нет, поэтому будем сканировать все, что сканируется, все, что найдем, и надеюсь, что и модифицированные ласты мы тоже сможем изготовить в ближайшее время. Но в любом случае сейчас для изготовления модуля модификации мне нужен Целестин, а значит, я не помню, могу ли я здесь это увидеть. Так, это серебро. Да, к сожалению, я вижу моровой патоген, но не вижу Целестин. Сканер мне не показывает его. Что ж, в любом случае, я примерно понял, где он находится. И давайте попробуем с вами его узнать. Вот, кстати, сразу не отходя от кассы, я тут увидел, что есть еще одна грядка. По-моему, это второй. Да, теперь у меня есть грядка, и значит, я могу совершенно точно теперь изготавливать свою растительность. Гнилушки светоносные можно разводить для освещения и на топливо. Так, здесь еще у меня есть одна турбина, которую я пытался сделать, но титан и медь мне как бы недоступны, поэтому сейчас я первым делом запитаю турбину. Для этого нам придется добыть медь. Где-то она у меня была здесь неподалеку, по-моему. Сейчас мы это посмотрим. Ну и титан в любом случае мне требуется, поэтому его я тоже буду искать. Так, здесь попробуем вылезти. Ну и тут сразу инопланетная вот эта вот конструкция. Ладно, сейчас я найду титан первым делом. Вот он у меня есть. Так, места в инвентаре достаточно, но, кстати, кварца мне столько не нужно. Конечно же, нужно чуть-чуть правильно распределить ресурсы в инвентаре. Так, титана забрали. Я думаю, что его хватит сейчас на постройку этой турбины. Но нужна медь. Так, вижу крабов, но не вижу месторождения меди. Где-то же я видел это неподалеку. Ладно, сейчас я
ее найду, я уверен. Так, здесь есть пещера с моровым патогеном. Нам его на карте отмечают, но пока что я в него не могу ничего с ним сделать, потому что у меня нет также модуля модификации для нашего звукового резонатора. Нужен какой-то там новый улучшенный импульсный резонатор, который может стрелять звуком на расстоянии. Потому что эти моровые цветки, в отличие от остальных биомов, здесь закрываются, как только я приближаюсь к ним. Так, странно, что не вижу меди. Вроде бы должна она здесь быть. Так, вот этих ребят я опасаюсь. Ну и здесь ее нет в любом случае. Так, есть соль. Где-то недалеко есть Левиафан. Вот есть медь. Не то месторождение, которое я в прошлой серии находил, конечно же, но... Блин, это все нужно запоминать. Не так-то это просто. Так, окей. Сейчас базовые ресурсы для постройки еще одной турбины у меня есть. И, кстати, почитал также информацию о том, что в этой базе, которая у меня сейчас рядом с моей базой находится, короче, там есть аналитический анализатор, который, к сожалению, я не могу использовать, так как он не запитан от сети. Соответственно, нужно как-то попробовать его запитать. Так, это у нас кто? Вот они, развалины. Сюда мне и надо. В общем, там есть, насколько я понял, аккумуляторы. Точнее, сама аккумуляторная станция, которую можно с помощью ячейки энергетической ячейки запитать и попробовать тогда этот аналитический анализатор включить. Сейчас попробуем это сделать. Так, для начала, значит, я строю эту самую турбину. Да, все, турбина готова. Теперь у меня много электроэнергии, запас большой, и, значит, можно будет, во-первых, убрать... Сколько у меня здесь хватит? Одной не хватило ровно. Так, ну медь тогда забираю, одну сюда выкладываю. Так, и значит, у меня есть энергоячейка, есть пара аккумуляторов, надеюсь, с этим запасом я уже что-то могу сделать, поэтому я сейчас двигаюсь сюда. Так, и вот здесь у меня есть вот этот самый аккумулятор энергии, но что с ним сделать, я не понимаю. Вот двигается, значит, давайте разбираться. Двигается провод. И один уходит сюда розеткой. И здесь вот есть вот это вот самое энергоразъем этот. Так, и требуется аккумулятор, я его сюда вставляю. Так, хорошо. Значит, мы запитались. Сейчас аккумулятор начнет заряжаться. Я надеюсь, по крайней мере. Не знаю, насколько хватит моего аккумулятора, но посмотрим. Так, и тогда бежим к аналитическому анализатору. Пробуем с ним взаимодействовать. Так, запустить. Запусти образ 3.4 ключ B1. Подключаюсь к узлу GCIZZ. Это самая дальняя точка, освоенная моими колонистами. Дальше находится то, что они называли охранной зоной. В журналах содержатся потенциально полезные упоминания. По пеленгу 165 градусов к юго-востоку затонул головастик с модулем глубины погружения. О, это мне нужно. По пеленгу 120 градусов упали обломки спускаемого модуля. По пеленгу 105 градусов упали обломки меньшего размера. Кроме того, где-то под этим аванпостом находится схрон с припасами. На твоем месте я бы запустил бы поиск черных ящиков. И еще одно. За последние 10 тысяч часов здесь несколько раз побывали посетители. И это были не люди. Внезапно. Так, хорошо, у меня вопрос. Как запустить поиск черных ящиков? Я бы хотел это сделать. Потому что, судя по всему, там есть действительно и схроны, и полезные ресурсы, и мне это пригодится. Так, ладно, 165 градусов, юг-юго-восток, 120 и 105. Я же все равно это не запомню. Кого я обманываю?
Ладно, на 165, 120 и 105. Да, ребят, с этими координатами классно. Почему нельзя на карте это отметить? С такими-то технологиями, блин. Мы не можем это отметить на карте. Это странно. Так, в любом случае, мне уже пора сделать водичку. У меня ее нет. И, по-моему, в запасах у меня тоже их нет. Так, сейчас я это проверю на всякий случай. Да, здесь нет. Здесь еда, здесь пусто вообще. Здесь у меня медные слитки. Или не медные слитки, что это? Медный слиток, да. Так, здесь у меня есть немножечко лития и очень немножечко свинца. Так, есть серебряные слитки, есть аккумуляторы. Еще один возьму на всякий случай. Раз уж я потратил его. Здесь у меня, соответственно, есть золото и волокнистая мякоть. Да, у меня нет еды. И у меня нет этого драного целестина, который мне уже покоя не дает какую серию подряд. Так, ладно, ну для начала давайте определимся с едой и водой. Это важно. Мне как-то кажется, что он стал медленнее, что ли, почему-то плавать. Я не понимаю. Как будто скорость такая же, как у наручей. Но, может быть, я просто уже привык. Так, что вот это здесь светится? Мне очень интересно это узнать. Ну, какое-то растение, да? То есть я что с ним сделать могу? Непонятно. Так, здесь у нас есть... Что это? По-моему, это целестин. Да, наконец-то целестин мы нашли. Раз. Его забираем, и нам открыт сюжет чертеж стронций. Залежи целестина образуются там, где я почитаю попозже, где. Так, хорошо. Сколько целестина? У меня их ровно 2. И, по-моему, ровно 2 и надо. Так. Тихо. Да. Предельная глубина. Есть медь. Кстати, имеет смысл ее тоже забрать, раз уж мы здесь оказались. Может быть, даже титан. Есть еще место. Так, что ж, хорошо. Забиты под завязочку. Так, есть еще медь. Ну, ладно, я не буду тратить эту жилу ради одного куска. Давайте тогда возвращаться. Все равно вижу в картинке небольшие подлагивания. Но думаю, что это связано, конечно же, с настройками вот этого самого DLSS генерации кадров. Потому что я не настроил это должным образом, просто не хватило времени. И нужно этот вопрос погуглить, так сказать. Так, у меня здесь есть, кстати, вот эти вот гнилушки. Можно одну забрать. Чик. Ну, а больше как бы и нет, инвентарь заполнен. Ладно. Собираемся сюда. Что ж, надеюсь, я теперь смогу действительно это все построить, да. Все, собственно, у нас есть модификационная станция. Давайте посмотрим. По поводу головастика. У нас есть эффективность двигателя. Титан, стекло и системный чип. Это будет просто. А вот есть противоударная защита. Эмалированное стекло. Эмалированное. И стронций. Стронций мы делаем из целестина, по-моему. Теперь у нас важный ресурс здесь в биоме. Так, ну и, соответственно, эмалированное стекло я делаю, по-моему, из гнезд какого там иглострела, что ли, что-то типа того. Так, и у меня очень большие проблемы с водой. Мне срочно нужно найти какого-то водного слизня. Так, вот, по-моему, ребятки пасутся. И давайте их соберем немедленно. Так, блин, а инвентарь-то заполнен. Я же не разложился. Я же, как всегда, в своем стиле. Ладно, я вас запомнил, я еще к вам вернусь. Далеко не уходите. Такая паутина.
от этих турбин. Так, ну и давайте первым делом воду. Нет, воду. Сюда. К сожалению, это все придется сразу выпить. Обе бутылки, и все равно мне не хватит. Так, и вот этих ребят тоже съедаем. В общем, проблема с едой и водой пока не уходит никуда. Так, здесь зато у нас есть полно меди, титана, серебра. И даже гнилушку сюда можно сложить. Так, хорошо. Давайте, во-первых, сделаем, наверное, эффективность двигателя. Да, оптимизирует работу двигателя в реальном времени, снижая расход энергии на 20%. Так, ну и это вроде бы неплохо. Нам нужен титановый слиток, нам нужно стекло. Для этого нужен кварц и системный чип. Так, попробуем мы его в изготовителе сделать. Так, изменить рецепт. Делаем стекло из соли. Соли нет. Поэтому сделаем титановый слиток. Он есть. Ну, здрасте, приехали. Что ты так забился-то сразу? Я знаю, как тебя починить. Новую турбину делать не хочу, а вот это можно отключить. Да, все. Сработало. Так, итак, назад. Здесь продолжаем изготовление. Сколько нам нужно слитков для этого? Один титановый слиток, но 2 стекла. Так, хорошо. И системный чип. Где мой кварц? Он же был у меня. Вот у меня кварц, значит, я могу его сделать. Можешь ли ты его подцепить, пожалуйста? Да. Цепляет сразу из инвентаря, из шкафчиков. Так, и я не помню, по-моему, системный чип делается из комплект проводов и кварц тоже, да. Так, подожди. Я взял или нет? Высокотехнологичный. Почему я не сделал? Да, вот, теперь сделал. Странно, какой-то глюк был. Так, и теперь я могу сделать системный чип. Так, окей. Посмотрим. Так, да, готово. Делаем этот модуль. И вопрос, как мне теперь его установить? Оптимизирует работу. Наверное, мне нужно это внутри головастика, может быть, сделать. Так, ну попробуем. Нет, не работает. Так, а если его пристыковать? Чик. Так, и что я могу? Изготовитель, транспорт. Так, но это недостаточно ресурсов, и я делаю. Так, подожди. Как мне теперь тебя установить? Может быть, просто сам факт, что оно у меня в инвентаре, но это же странно, да? Нелогично совершенно. Я думаю, что оно не так работает. Ой, блин. Что с этим делать? С этим чертежом? Куда это деть? Сюда, туда. Не могу же я это сюда надеть. Нацепить. Никак. Да, но это странно. Что с этим делать мне? Я не понял. Так, хорошо. Но в любом случае, проблема с едой и водой не решена. Давайте ее решать. Так, значит, возвращаемся туда, где пасутся слизни. Вот, во-первых, здесь, на этом плато. Набираем их, как говорится, в полные карманы. Чик-чик. Ты тоже. Так, и сюда. Хорошо, 4 компаньонов мы забрали. Так, и теперь нужно попробовать по поводу еды позаниматься, да? Так, вот этих вот я могу словить, если получится. Так, и тебя тоже. Без внимания мы не оставим. Так, ну и здесь, наверное, хватит. Так, медузу хватать не буду. Вряд ли я смогу ее приготовить. Так, здесь она охотится, да?
Ну и мы тоже поохотимся. Так, и воду я еще возьму. Так, что ж, вроде уже запас имеется. Просто хочу взять побольше, чтобы потом этим уже не заниматься. По крайней мере, на базе у меня все это будет разложено. Чё ты там мне тут вообще гремишь? Так, ну и теперь важно вернуться назад к головастику, да. Если бы у меня не было улучшенного баллона и ребризера, я бы здесь, конечно же, давным-давно откис. Так, есть еще место, есть. Да, и вижу, что здесь есть медь. Поэтому берем звуковой резонатор классный. Забираем эту медь. Без каких-либо вопросов, но 2 куска, к сожалению, не поместится. Ладно. Так, ну что ж, вылазка. Пополнить запас еды и воды прошла успешно. Возвращаемся на базу. Сейчас это все приготовим, разложим по ящикам, потому что столько мне с собой возить нет никакого смысла. Я еще сюда вернусь не раз. Совершенно точно. Так, оп. Заходим домой. Ну и начинаем кулинарные изыскания. Так, с едой все. Теперь водиться и скорыться. Так, ну и вроде бы готово. Так, тогда можно это все дело поесть. И попить. Так, ну и получается, что все по красоте. Так, где у нас пустой шкаф? Вот пустой шкаф. Это все оставляем в запас. 2 рыбы. 3 бутылки воды оставлю себе в запас. Вот это вот непонятно, блин. Теперь у меня оно вот валяется. Вот что с ним делать? Я не знаю. Удерживать, переложить все. Я выживальщик. Настоящий. Так, есть высокотехнологичный комплект проводов. Зачем-то я его сделал, но уже забыл зачем. Так, ладно. Запомнили, еда, вода. И вот этот вот странный предмет здесь находится у нас. Ну, вроде как выглядит все по красоте. Как будто бы, да? Так, ну теперь, значит, что мы имеем? Нам нужно эмалированное стекло. Стронций, а значит много целестина. Сейчас нам требуется забрать. А также нам требуется забрать модуль глубины. И если я все правильно запомнил, то на 165 градусов юг-юго-восток, это вот сюда, мы с вами отправляемся. Но давайте-ка здесь аккуратненько все будем обследовать, потому что можем кое-что и пропустить. Так, вот здесь мы спускаемся. Здесь у нас лежат ласты, но, по-моему, я это все уже обследовал. Сейчас будем внимательно смотреть. Да, на ласты и ребризер я уже смотрел. Здесь все уже отсканировано. Больше как будто бы ничего нет. Но вот это мне точно не надо. Зачем оно мне? Отвлекающая шашка, не хочу. Так, простая аптечка. Ну, не знаю, может быть и пригодится, конечно, но мне кажется, если я попаду в замес, где нужна будет аптечка, мне уже кранты точно. Так, здесь еще одна шашка, и все. Так, так, давайте-ка посмотрим, что у нас там в журнале. Залежи целестина образуются там, где серные панцири мертвых простейших не успевают раствориться в воде. Гнилушки можно разводить. Бла-бла-бла. Так, отметка. Спасательная капсула, старая жилая база, черный ящик Вандер. Что еще здесь есть? Гластик, гластик, гластик. Планетная развалина. Так, ну, ладно, что ли, уговорили меня назад вернуться, так и быть. Так, вот я опять потерялся. Головастик, он какой-то незаметный, реально. Надо его сделать ярким, красным, малиновым, я не знаю.
Каким-то, чтобы издалека светился, чтобы все сразу знали. Бить надо вот этого паренька. Всей толпой желательно. Так, все, значит, возвращаемся. Сейчас быстро читаем, что там он нам хотел сказать. Где? А, ты не здесь же, да. Где же ты, где? Мне вообще надо поставить его. Блин, я же не поставил свой собственный аналитический анализатор. Давайте-ка это сделаем. Вот здесь есть угол. И вполне сюда он поместится. Так. Для этого мне нужно, по-моему, инструмент-строитель. Так, внутреннее. И давайте смотреть. А, да, терминал НОА. Сюда ставится. И нам внезапно не хватает кварца, который у меня есть, но просто не в карманах. Так, где он у меня был? По-моему, здесь. Нет. Здесь? Нет. Только не говорите, что у меня его нет теперь. Блин, я весь потратил кварц. Серьезно? Ну что ж такое? Так, ладно, быстро за кварцем. Где-то он здесь был. Его всегда полно, когда он тебе не нужен. И никогда нет рядом, когда он остро необходим. Так, ну я надеюсь, что я здесь сейчас не уйду за... Не знаю, куда-нибудь там стартовый биом за этим кварцем. Ребят, вы кварц не видели здесь, нет? Ладно. Так, зато серебро, когда оно не нужно, в дичайшем количестве есть. Ну, кстати, оно как не нужно? Оно нужно вообще-то. Забираю я его. Вот столько мне достаточно. Огромный серебряный жил, вообще капец. Так, чтобы кварцевую жилу такой найти, вообще было бы классно. Но это соль, увы. Это соль. Куда ж я пошел? Ниже я уже точно не смогу. Даже можно не пытаться. Здесь есть титан. Где же кварц? Это какая-то просто растительность. Представители местной флоры. Так, ну и здрасте. И что делать-то? Кварц-то мне нужен. Не подскажете, кварц где? Ребят, кто-нибудь кварц видел? Я понял. Но Левиафан-то по-любому видел кварц. Это же очевидно. Это же кварц. Это кварц. Так, все, это кварц. Если еще найду, я, конечно же, его заберу. Здесь интересная, кстати, локация. Настолько интересная, что где-то здесь Левиафан, походу. Надо убирать свою жопу отсюда быстрее, уносить. Да, и музыка заиграла. Ой, это где-то он рядом. Мамочки мои, где ты ходишь? Зачем ты сюда пришел? Я тут за кварцем, мне вообще с тобой делать нечего. Так. Будешь ты меня драть, нет? Или мимо пройдешь? А будет. А пытается. Смотри-ка. Щупальцы свои мне тут заносят. Так, ну мне здесь нужен кварц, в любом случае я его заберу. Хочешь ты этого или нет? Мне вообще плевать на твои тут установки. Так, это что? Кто-то нагадил. Вот смотри, я прям перед твоим носом кварц беру, понял, да? И что ты мне сделаешь? И что ты мне сделаешь? Я здесь у тебя все заберу, весь кварц, понял? Ничего не оставлю тебе. Сожрали меня трижды или сколько-то раз. Давай, плыви. Еще кварц будет, если неси. Так, ну и что, в целом-то неплохо. Кварц набрали. Серебро при мне. Левиафана не боюсь. Опытный выживальщик работает. Всем оставаться на своих местах. Так.
Ну да, как-то как будто хотелось бы чуть-чуть быстрее. Но может быть, я не знаю. Пару новых двигателей нужно поставить на этот головастик. Тогда будет все хорошо. Так, и тогда... Что-то я куда-то впендюрился, или кто-то меня решил побить. Так, все, это я достраиваю. Все, у нас есть аналитический анализатор. Так, черный ящик Руби. Он нам может... Глубина 295 метров, значит, на головастике точно туда не получится добраться. Придется потом спускаться вручную. Черный ящик Руби, глубина 295 метров, покинула батискаф. Еще один черный ящик, вновь Руби. Скачиваю фрагмент записи. Наткнулась на иглострелов, они меня караулят, скоро увидимся. Похоже, она не верила в то, что спасется. Это неправильно. Но с другой стороны, это показывает, что она верила в свою биокапсулу и своего НОА. Координаты в твоем КПК. Так, судя по всему, она верила, да, но это было опрометчиво с ее стороны. Так, координаты, отметки, давай черный ящик Руби. Что у нас здесь есть? Вот, теперь у нас есть эта отметка. А значит, мы с вами отправимся туда. И именно там, по-моему, мы и должны найти, собственно, модуль глубины. Потому что это находится на 165 градусов юг-юго-восток. Так, хорошо, но в ночь отправляться туда не хочу. Поэтому имеет смысл пока это время потратить на то, чтобы здесь разложиться. Кварц раскладываю сюда. Серебро тоже можно положить. Вот так отлично, прям идеально оно разошлось. Аптечку одну оставлю. Не хочу ее здесь забирать. Точнее, наверное, возьму ее и положу сюда. Да, вот как-то здесь еда и медикаменты у меня будут здесь. Так, что ж, воду можно выпить. Наверное, будет... Ладно, так оставлю. Пока ничего делать не буду. Что еще я могу сделать? Вот могу сделать факел из титана и кварца. Да прямо сейчас, конечно, нужна мне эта шашка. Что мне с ней делать? Кого мне отвлекать? Иглострелов, если только? Может быть. Так, противоударная защита. Эмалированное стекло и стронций. Стронций мы знаем, из чего делается. Целестин нам нужен, да. По ходу дела, в любом случае, мы это сделаем. Но, судя по всему, вот там, чем глубже, в то место, куда мы отправимся, тем больше целестина там тоже будет. Поэтому все, что можно будет забирать, там будем собирать. Поэтому лучше туда с забитым не ходить. Непонятно, что мне делать с этой эффективностью двигателя. Блин, это смешно. Это смешно. Изготовитель транспорта, и, блин, я открываю. Здесь у меня только головастик. Больше ничего я сделать не могу. Поэтому я пока это удалю. Надеюсь, мне не придется с этим взаимодействовать. Чтобы взять под управление, и требуется ремонтный инструмент. Так, давайте с ремонтным инструментом сейчас определимся. 5-й. Так, нет. Не то, конечно же, я сделал. Я, если вы смотрели, например, видео по Stardew Valley, максимальный профессионал в плане перепутать левую кнопку мыши с правой кнопкой мыши. В общем, короче, это мой стиль. Это мое кредо. Правой кнопкой мы чиним. Давай, чини. Все, починили. Так, теперь возвращаем стройку назад. Да, вроде бы вот так вот как-то, да. Но, к сожалению, ничего не могу я сделать. Не могу же я ребризер, да, сюда переместить? Ну, давай попробуем. Но нет, но смешно. Ладно, надеваем назад. Так, вроде все. Что ты мне еще можешь рассказать? Больше ничего. Так, ну это я уже читал. Это мы уже все смотрели, да. Так, ладно, окей. Все, вроде начинает светать. Можем с вами отправляться. Так, сюда. Черный ящик Руби. Так, здесь вот они делали какую-то площадку. И тянули кабель сюда, вниз. Вот к этой турбине. Тепловой. Но она, кстати, не сработала, потому что тепло было здесь, от нее надо было тянуть что-то дальше. Видимо, у них здесь возникли глобальные сложности
И вот, кстати, у нас есть так называемый корень. Корень этого самого, я думаю, что огромного дерева, которое растет в центре. Так, нехорошие звуки присутствуют. Вот этот самый иглострел. Ёп, твою налево. Он еще и стреляет. Так, уматываем от него поскорей. По ходу дела забираем Целестин. Я здесь точно потеряюсь. Так, ну и давайте тогда здесь максимально аккуратно. Так, здесь я что-то забрал новое. Ну, вот опять начинается. Так, и он мне уже навалял 73. И мне нужен ремонтный инструмент срочно. Да, твою мать. Все, погнали. Так, и вот оно, логово иглострела. Здесь где-то есть вход в пещеру. Блин, какой ты противный, а, серьезно? Супер противный пацан. Так, ладно. Можно мне сканированием сейчас не заниматься? Мне это не очень прикольно. Так, что здесь есть? Сера. Ласты. Это я сканирую, да. Ай, ай. Да пошел ты, блин, я тебе сейчас наваляю. Давай сюда иди. Чё, как оно? Пошло? Хорошо? Понравилось? Так, и вот он, черный ящик Руби и этот самый чертеж. Устойчивый к давлению аппарата незаменимы при глубоководных миссиях. Петушара. Так, грузовое шасси и головастика. Sorry, boss. Couldn't make it to the southeast rack, forced down by Needler attack. They gotta make repairs. They're waiting for me outside, and I'm all out of med kits. I'm gonna dump my flares, grab the depth module, and swim for the research camp. See you soon, one way or another. Ruby out. Так, срочно к головастику возвращаюсь.
Могу не успеть. Блин, походу я сдох. Или нет? Давай, 35 метров, ну. Так, погнали отсюда, уходим, уходим, уходим. Быстро. Да, слушайте, биом неприятный. Эти вообще чепушилы меня достают. Так, теперь мне надо вернуться. Желательно пониже. Так, Целестина набрали вроде неплохо. Но если я двигаюсь, постоянно нахожусь в движении, они, конечно, меня не попадут. Ну и есть шанс, что я смогу от них удрать более-менее без потерь. Так, что ж, они очень близко к моей базе. Не прикольно. Так, что ж, быстро ремонт выполняем. Хорошо, что есть этот ремонтный инструмент, он прям реально мне помог. Так, все. Значит, что мы нашли? Все, Руби нет, больше мы черный ящик обнаружили. Биологическая эмаль. Да, это то, что нам нужно для изготовления модификации. Так, окей. Теперь я могу изготовить модуль глубины. Целестин, эмалированное стекло, 2 штуки. Системный чип. Так, давайте разбираться с системным чипом попроще. Эмалированное стекло у нас есть теперь, да? 1 к 1. Так, и системный чип. Из комплекта проводов и кварца он делается. Комплект проводов. Медный провод нам нужен. Медный провод же есть. Опять это, блин, какая-то фигня. Почему я не могу это сделать сразу? Недостаточно ресурсов. У нас нет медного провода, но он же есть. Или я его выкинул на пол? А, вот он у меня лежит. Потому что я не разложился. Молодец. Так, титан сюда уйдет. Что еще мне нужно? Ну, наверное. И вот это сюда можно положить. Целестин и серу положим сюда. Так, запас пресной воды у нас в прекрасном количестве. Но пополнить его тогда требуется. Заберем. Так, медный провод забираем. И можно будет изготовить тогда в том числе и комплект проводов. Так, а комплект проводов нам нужен системный чип. Так, делаем системный чип. И значит, можем уже изготовить этот злосчастный модуль глубины, который нам никак не, без него нельзя, нам никуда. Так, эмалированное стекло. Давайте-ка сделаем его. Изменить рецепт. Так, чё, куда, как? Стекло из соли, это не то. Здесь-то что у меня случилось? Какие новые рецепты вы мне можете предложить? Вроде бы ничего нового. Так, эмалированное стекло. Нужно сделать для начала обычное. Окей. Нам их нужно 2, по-моему. Так, и здесь сделаем тоже 2. Так, хорошо. И начинается здесь беготня. Так, вот модуль глубины. Модификация 1 нам доступна. Делаем ее. И как дураки теперь на нее смотрим в инвентаре. Вот у нас 2 модификации. Что нам делать с ней, непонятно. Но модуль глубины проверить-то я могу достаточно просто. То есть я сейчас просто сажусь в головастик. И если он у меня опускается ниже 250 метров, значит все случилось. Если нет, значит я лошара. Так, ну что, погнали. Сразу в логово иглострелов, да? Мы же такие ребята.
Так, вот сюда. Вот сюда. Спускаемся. Глубину здесь потерять никаких проблем нет. Достаточно быстро это можно сделать. Ровно как и потерять прочность. Да, вот здесь выходим и прямо получаем в дыню от иглострела. Ну, предельная глубина, да, но не работает. Понесет повреждения. Ничего я с этим пока сделать не могу. Блин, конечно, мне иногда стыдно. Как я вообще умудряюсь на ровном месте затупить? Пока все уже что-то установили, собрали, добавили. И я пытаюсь понять вообще, какую мне кнопку нажать, что происходит. Так, ну и что делать-то? Так, у нас что, кварц? Ну, кварц, кстати, идея неплохая. Можно мне четверочку нажать? Да, вот так, спасибо. Так, и, соответственно, его мы отсюда сковыриваем. Чик. Так, что еще есть? Ну, вроде бы ничего, да? Еще есть кварц. И... Воу, вы только посмотрите. Это я куда зашел вообще? Это что такое? Вы посмотрите-ка, а? Вы посмотрите. Вот эта конструкция куда туда уходит. Ого. Так. Ну, смотрите, 250 метров, а я сюда не доберусь. Плавать вручную или с наручами — это вообще, ну, как бы не прикольно. Вот там что-то прикольное. Нет, я все-таки сплаваю, походу. Так, давай. Мне чисто спросить. Это что вообще? Тут куча кварца. Какие-то черные ящики Малевича. Что происходит с графикой сегодня у нас? Атакамид. Угу. Прикольно. О, там еще кто-то есть. Это какой-то опасный тип. Так, ладно, кварц забираю. И домой. А, ну тут кварц. Атакамид надо забрать. Конечно. Конечно. Слиток марганцевой стали. Понятно, из него делается марганец. Так, забрали еще. Полностью забились. Ну, кстати, не оставили ничего. Блин, я заехал очень классно по адресу. Осталось только еще головастика своего найти. Как обычно. И вернуться назад. Так, вот этот интересный персонаж меня волнует. Есть какие-то ящики, то есть там кто-то был. Кто-то из наших, я имею в виду. И нам там тоже надо жалом поводить. Все разнюхать, разузнать. Поэтому туда еще обязательно мы вернемся. Но я думаю, что это естественное развитие сюжетной линии раннего доступа. Туда-то нам и надо. Так, хорошо. Интересно, интересно. Это очень интересно. Здрасте. Атакамид. Вообще такой он классный здесь. Темно-черно-зеленый. Какой-то прям ух. Так, ну не все выложилось, поэтому серебро мы заберем. Сейчас мы отложим его в какое-нибудь другое место. И гнилушку тоже. Да, я думаю, да. Что мне делать вот с этим вот? Как мне это поставить? Мне что надо? Там строителя по инструмент использовать? Что мне надо сделать? Так, здесь у нас вот это полежит серебро. Так, бутылочка воды нам нужна. И еда нам нужна. Так, и воду тогда надо будет достать вместе с едой. Как-то так. Блин, мне не очень нравится, что я не могу это все сделать. Потому что как-то это надо устанавливать. Это просто здесь мы изготавливаем, правильно? А когда надо поставить, я не понимаю. Так.
Давайте читать. Потому что, ну, представьте, если бы, ну, вот я играл, и не было бы интернета. О, не дай бог. И негде было бы спросить. Никакого чата GPT. Так, это все базы данных. Где-то можно почитать по поводу улучшений. Мур. Какие у нас сегодня классные артефакты. Это, видимо, моя вот эта история с генерацией кадров, что ли, работает. Не было же такого. Так, хорошо. Модули глубины, модули глубины. Где-то здесь с головастиком должно быть связано. Где он у меня? Давайте посмотрим. Грядка теперь у меня появилась. Могу ее делать. Значит, могу выращивать себе еду. Так, это что? Погружной подъемник. Для работы под водой в зонах строительства применяется. Его нужно еще и строить. Так, слиток марганцевой стали, титановый слиток нам нужен, атакамид и троилит. О, я его, по-моему, не находил. Так, вот головастик. И вот модули. Да, я понял, сейчас. Угу, спасательную капсулу сейчас я вернусь, конечно, понесусь как идиот. Благодаря системе, отслеживающей целостность корпуса, предельная глубина погружения увеличивается, эффект от модулей не суммируется. Как мне модули-то закрепить, вашу мать? Эффективность двигателя. Это все то же самое. Как мне воспользоваться этим? Допустим, есть ремонтный инструмент. Так, теперь я могу... Ничего я не могу. Здесь могу схватиться за него. Ну и чё? Это в случае, если я там вдвоем, что ли, играю. Так это можно использовать. Так, улучшение. А, вот здесь. О, вот это классно. Я бы в жизни никогда не додумался. Так, модуль сюда и это сюда. Нет доступных инструментов. Так, это вот мы вот таким нехитрым способом типа его сюда установили, да? Угу. Ну, выглядит классно. Что еще можно здесь делать? Связаться, схватиться. Открыть улучшение. Все понятно. Это что, энергоячейки? Их можно вот так менять, понял. Очень важно же это узнать, да? Спустя сколько серий уже игры прошло? Да, в принципе, лучше поздно, чем никогда. И классная лестница, как ее распердолила вообще. Так, и нужно вернуться в капсулу и посмотреть, что там нам аналитический анализатор нам рассказал. Черный ящик ISO, глубина 95 метров, был похищен. Обнаружен черный ящик колониста Раули Сатала. Специалист по выживанию, скачиваю фрагмент записи. Они сползают ко мне. У них много ног и челюстей, кругом непроглядная темнота. Но я слышу, как они переговариваются, как щелкают своими клешнями. У вас с Исой много общего, увлечение охотой, собирательством и самообороной, саморазвитием, склонность временами разговаривать с теми, кого тут нет. Координаты в твоем КПК. Это он меня сейчас типа подколол такой, да, типа юмор 200%. Так, координаты, отметки мне нужны, не координаты. Да, есть черный ящик. Значит, соответственно, раз он есть, значит, его надо взять. С собой у меня гнилушка. Зачем-то она мне нужна. Сюда мы ее переложим. Одна ячейка освободится. Это уже будет хорошо. Так, водичку попили. В путь можно отправляться. Так, соответственно, давайте-ка покрутимся, посмотрим. Черный ящик ISO. Вот он. 95 метров глубина. Это нам по силам. Но теперь-то мы можем уже и на 500 опуститься, да? Так, главное, чтобы меня здесь за жопу не взял никакой левиафан. Что-то я такой раз отправился. Классный. Так, стоп. Стоп. Есть еще у меня одну зацепку хочу проверить. Вот имеем мы вот эту огромную башню инопланетную, да? Классно. Рядом с ней есть еще одна светящаяся. Я туда не ходил. Вот она. Слева. И хочу сходить.
Так, сдается мне, я поставил улучшение на эффективность двигателя. Скорости это не прибавляет, насколько я понял, а прибавляет единственно только экономию энергии. Что ж, в любом случае это неплохо. Значит, мы сможем преодолевать большие расстояния, чем раньше. Так, смотрите-ка, здесь тоже стол, они везде уже залезли. Эти колонисты несчастные. Так, давайте все сканировать. Лабораторный стул это у нас было. Это все мы смотрели. Так, это что? Высокий кувшин аксумов. О, прикольно. Так, хорошо. Зачем он мне нужен, непонятно. Сюда я не поднимусь. Розетский камень. А надпись на этом монолите содержит одно и то же послание в двух системах-символах архитекторов 4.5, 4.6b и неизвестной письменности. Присваиваю языку название, чего-то там, поищите еще надписи для проверки и пополнения лексикона. Так, аккумулятор энергии мы сканировали, и вот это что-то не сканировали. А, это часы. Зачем-то здесь они лежат. Так, что еще? Прожектор. Ого. Иной. Архитекторы сам. Аксумы, мир, протей. Мы называем вас архитекторами. Мы называем себя аксумами. Это Луна называет, это протей. Так, я внезапно стал понимать язык. Тот, кто слаб, пусть ищет помощи у всего необычного, Сатерия. Угу. Так. Откройте обсерваторию, отыщите компьютер, он передаст вам нашу просьбу. Думаем, эта обсерватория переживет потоп. Мы решили оставить наше послание здесь. Мы просим у вас прощения, мы позвали вас, чтобы вы помогли нам. Мы знаем, что вы рады путешествовать и изучать. Так, но больше я здесь как будто бы и не вижу никаких посланий. Розетский камень. Так, в общем, какая-то обсерватория, в которую нам тоже надо будет отправиться и посмотреть, что там, кого, куда. Блин, прикольно, теперь я читаю их послания. Ладно, но у нас есть задание «Черный ящик ИСО». А здесь есть иглострелы. Ой, и он прям здесь. Так, впереди какая-то башня. И не одна. У-у-у. Это обсерватория? Мне кажется, сейчас Левиафан придет и объяснит. Обсерватория это или нет. А что так темно стало? О, еще постройка. Господи, боже мой. Так, обнаружены обломки корабля Альтеры. На борту один черный ящик колониста. Так, классно. Вот это еще одна махина. Так, обломок цикады, хранилище скафандров.
Так, ну нам, очевидно, внутрь. Чего я так плыву? Давайте искать вход. Черный ящик я уже слышу. Но не вижу вход. Кто там вообще? Ладно. А вот он и вход. Здравствуйте. Я, пожалуй, свет оставлю. Это разболдаем и заберем этих ребят. Водиться пригодится. Так, здесь есть вход. Но, кстати, блин. Выглядит он иначе. Требуется ремонтный инструмент. Серьезно? Ну давай. Ремонт производим. Хорошо. Так. Здесь подышали любезно. Понятно, это у нас скафандры, здесь что-то куда-то. Тут не открывается. Здесь не сканируется. А вот и черный ящик. Он сидя, что ли, умер. Привет, черный ящик. Кислород почти все. Реликты привели меня к острову Цикады. К острову Цикады. Похоже, они хотят, чтобы я показал им, как работает наша техника. Увы, не для таких клешней, как у них. Одно хорошо, но это шанс понаблюдать за ними вблизи. Пока они ползают по мне, у них много ног и челюстей, и нет. Представление о личном пространстве, кругом непроглядная темнота. Но я слышу, как они переговариваются, как щелкают своими клешнями. Так, какие-то... реликты. Так, здесь мне надо подышать совершенно точно. Где это было? По-моему, здесь. Да. Так, ну и давай. Сюда ныряем. Неизвестно зачем. Так, нужно осмотреться. Здесь вроде ничего интересного для меня нет. Пока что. Ну да, просто фрагменты ящиков. Там уже мы видим улицу. Так, ну и сюда залетаем. Биосканер. Эта модификация оставляет металлические отметки при помощи культивационных бактерий. Обратите внимание, они пахнут свеклой. Доступно исследование новых биомодификаций. Создайте биосканер, вернитесь к биолаборатории. Так, ладно. Хорошо. А здесь мне нужно отремонтировать это, да? Так, ну это я вышел. Класс. И где мой головастик?
100 метров, блин, звуки мне не нравятся. Ой. Так, пока я здесь, заберу, пожалуй, вот этого паренька, которого мы видели. 30 seconds. Welcome aboard, Captain. Давайте немножко осмотримся. Этих мы не боимся. Они безобидные. Но там в глубине я не уверен. Есть еще какие-то по ощущениям постройки. Блин, сюда точно придется вернуться. Ну, хотя бы воду наберу. Воу. Да, это просто нереально. Она еще и мерцает. Смотрите. Капец, просто там куда-то вниз уходит. Это что вообще такое? Welcome aboard, Captain. Вы только посмотрите. Интересно, зайти я в нее смогу или нет? Так, главное не ушататься. Ну вот я и ушатался, конечно же. Так, классная крыша, да, но ничего здесь мне как бы и не нужно. Тоже здесь на поверхности ребята дежурят, охотятся. Свет в этом зеленом тумане ничего не дает. Так, есть еще один обломок. Смотрите. Ой, и вот этот неприятный человек. Житель. Ну давай, что, будешь ты меня атаковать? Я уверен, что ты будешь меня атаковать. Так, смотрите. Какой-то кусок здесь. Непонятно чего-то. Застрял в скале. Это у нас Целестин. Нам пока не нужен. Ну и здесь тоже есть какие-то обломки. Сера и золото традиционно в местах, где повышенная температура. Так, и вот эта штука похожа на какую-то турбину. Это какие-то накопители. Что-то типа того. Так, интересно, я хочу это отсканировать. Но отсканировать такое я не могу. Welcome aboard, Captain. Так.
Еще накопители, посмотрите, это выглядит как очаг заражения морового. Тоже не сканируется. Ой-о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 й, ох ты, что происходит? Ну давай, конечно, да, ага. Отошел. Так, здравствуйте. Наима Малек, мы были подругами. Я тебе сейчас это самое втащу. Так, здесь не включено ничего вообще. Ну и тут тоже. Ушел отсюда. Давай, давай, вали. Welcome aboard, Captain. Еще одна конструкция здесь. Вы только посмотрите. И все это, вот они, моровые цветки, заражения. С этим совсем нужно будет разобраться. Но это, как сдается мне, те же самые, которые закрываются, как только я подхожу к ним близко. Ну, конечно, ага. Естественно, никто не сомневался, что ты именно это и сделаешь. Так. Все, уходим отсюда. Нам здесь не рады. И я даже не знаю, как я буду с этим взаимодействовать, если здесь настолько все опасно. Еще один здесь. Здесь куча целестина. Ай. Так, ну здесь я уже был. Это тот самый головастик и сигнал СОС. Так, все, здесь я спрятался, классно. Seek fresh water intake. Welcome aboard, Captain. Так, водичку попили. Еще одну. Поесть тоже можно. Так, ну и, собственно, если не считать, что головастику наваляли, в целом путешествие прошло неплохо. Отсюда теперь надо как-то выбраться, желательно без потерь. Да, замечательно, я застрял. Очень классно, спасибо за гостеприимство. Ой-ой-ой. И здесь мы прям выходим прямиком на него. Давай, ускорение. Так, ну и дом, милый дом. Причаливаем, чинимся, заряжаемся. Так, хорошо. Ремонтный инструмент здесь у меня с собой. Все. Очень быстро, кстати, он починился. Так, здесь я посмотрю, что есть. Ничего нет. Цифровая спасательная капсула Розетта 5, аварийный режим.
Странно, почему аварийный? А что случилось у нас? С турбинами. Как будто бы они не работают, вот эти три крутятся, одна нет. Может быть, тебя передвинуть, переставить? А где у меня строительный инструмент? Вопрос. Вопрос, кстати, хороший. Так, ну ладно. Здесь надо разложиться совершенно точно. Титан сюда уйдет. Так, сюда уйдет, я не знаю кто, никто. Сюда уйдет Целестин, немного меди. Так, немного биологической эмали тоже сюда может уйти. Так, ну и давайте изготовим воду, пока запасы позволяют. Так, прекрасно. Ну, по воде можно что-то сюда в запас отправить. Вот так, 3 оставим. С едой проблемка. Но ее мы решим. Не такая уж большая проблема. Что еще здесь можно изготовить? Вот, смотрите, улучшение для инструмента. Модифицированный инструмент, подожди, для выживания. Анализирует аксумские технологии, а также биологию протеицев для создания инопланетных чертежей и биоидентификаций. Нам нужен сканер, эмалированное стекло и проводящий кристалл. Я где его должен найти, по-вашему? Где такое вообще водится? Так, хорошо. Самое главное, что мне нужен блок зарядки. Вот что мне нужно. Для этого мне нужен инструмент строитель. Строитель на 5-ю. Так, берем строителя. И давайте смотреть внутреннее оборудование. Настенный шкаф, напольный шкаф, складской контейнер. Где-то здесь был аккумулятор энергии. Излишки энергии на будущее берет германиевый слиток. Нам, кстати, неплохо. Интересно, можно было бы изготовить. Но терминал для энергоячеек. Вот он нужен. Терминал для аккумуляторов. Давайте поставим. Куда бы это воткнуть? Сам аккумулятор можно поставить сюда, куда-то, да? Сюда не поставим. Вот вверх поставим. Чик. Медный провод не хватает. Так, а здесь можно поставить, надеюсь, терминал для энергоячеек. Да, вот так. Комплект проводов нам нужен. Тут медный провод, тут комплект проводов. А здесь вообще нам... Да подожди, да подожди. Так, а здесь нам нужно поставить окно, я считаю. Такое во всю стену. Стандартные элементы. Иллюминатор. Я не знаю, может быть, балкон сюда поставить. Что сюда можно поставить? Ну, было бы классно, да, но нет. Так. А ну-ка, полукруглый отсек. Тогда вообще ничего не поставишь. Ну и оно мешается, я же здесь прям вплотную поставился. Да подожди ты нажимать Escape, ну что такое? Так, медный провод, комплект проводов, быстро. Медный провод, комплект проводов. Так. Достроили. Достроили. Так, ну и давайте тогда перезарядку устроим. Раз. Сюда. Два. Сюда. А, подожди, почему? Reload. У меня оба разрядились? Да, серьезно? Ну, заряжаем тогда, и мне нужен аккумулятор. Как я делаю аккумулятор? Судя по всему, здесь медь, мешок Рейна кислотогена. Ну, это не проблема, я даже знаю, где он. Вот он здесь неподалеку пасется, прямо у меня. Так, только нужно правильный инструмент подобрать. Оп, 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 оп. Взяли. Тебя тоже заберем. Так, чё, где еще кого? Есть еще желающие? Нет? Да, обидно. Так, вот у нас есть турбина. И нам бы ее перенести куда-то, например,
Куда-то вот сюда. Будет она вертеться, нет? Извини, ты вообще работать не хочешь? Ой, все. Так, значит, что еще здесь можно собрать? Вот это можно собрать. Не знаю, для чего она мне нужна, но... Халява же. Халяву мы любим, мы берем. Так, и биомодификации, давайте посмотрим. Ну, здесь ничего не зарядилось, конечно же. Так, давай-ка. Путеводная нить и рывок. Экраноплав, дермальный сад, питьевая вода. Не очень понимаю, нужно ли оно мне или нет. Так, ну и все. Здесь, походу, в этой базе больше мне делать нечего. Кроме как распечататься в случае непредвиденных, нештатных ситуаций. Надеюсь, их не будет. Так, ну и тогда у меня что получается? Я могу сделать сейчас аккумулятор. Видимо, не один. Видимо, не два. Да, ну вот 3 у меня будет аккумулятора новых. Тогда я могу его перезарядить. Все. А это, соответственно, я могу отправить на зарядку. Вот сюда. Так, чего-то там опять. Предлагают нам выйти на связь. Черный ящик Анита, глубина 380 метров. О, наконец-то. Обнаружен черный ящик колониста. Для Аниты Гастшаль. Это уже второй. Скачиваю фрагмент записи. Возьми мое тело. До этой экспедиции у Аниты не было цели в жизни. Веру она утратила. Я не могу позволить себе подобную слабость. Меня создали и обучили с одной единственной непреложной целью — распечатывать колонистов в хранилище номер 3, оказывать им поддержку, а при необходимости осуществлять сброс. Можно сказать, что я не способен думать ни о чем другом. Пожелая я сделать что-либо еще, мне пришлось бы сначала убедить себя, что это каким-то образом послужит благу колонистов из хранилища номер 3. В частности, твоему. Координаты в твоем КПК. Так, что ж, прекрасно, у нас есть новая цель. И эта цель у нас уже будет на следующую серию. Наконец-то найдем черный ящик Аниты. Может быть, узнаем что-то еще. Так, и теперь у нас, значит, есть здесь в доступе биологическая эмаль. Могут нам показать, где ее искать. Целестин появился. И атакамид. Да, все, самые классные редкоземельные, редкоподводные, я бы сказал, ресурсы и минералы у нас здесь есть. Что ж, фрезия есть, да, но вот, кстати, что мне делать с этой фрезией? Это вот оно, то, что мне надо, или не оно? Давайте-ка посмотрим. Биосканер, биосканер. Проводящий кристалл. Нет, это не оно, не фрезия. Проводящий кристалл. Его я еще вообще даже в глаза не видел. Так, посмотрим. База данных. Проводящий кристалл. Как бы мне вот поиск здесь помог? Так, почему я это сделала? Софи, прости, я уничтожила твою колонию. Но послушай, я сделала это потому, что сама ты была бы не против. Для тебя миссия — это все. Я знаю, чем все кончится, но начнет печатать дубли. Тебя, меня, Малька, Мантиса и всех остальных. Каждое утро из капсул будут выходить тысячи нас. Каждый день мы будем повышать наши KPI, перевыполнять план и алгоритмы, но будут говорить ему, что мы здоровы и довольны жизнью, миссия выполнена, человечество процветает. А каждый вечер Ноа будет делать нам сброс. И так, день за днем. Идеальный порядок. Недовольство, Мейсфилд, старость, пенсии — все это останется в прошлом, 100% КПД. Но вот только Ноа не может сделать это в одиночку. Ему нужны будут люди, чтобы обойти ограничения. И ты ему поможешь, Софи. Я тебя знаю. В такой ситуации ты сделаешь все, лишь бы сохранить жизни своих людей. Я должна тебя остановить. Очередная трагическая история.
Так, Мантис, Сиг, Малек, доступ в обсерваторию и инопланетян. Вот это интересно. Можно просто взорвать стену. Ага, и если повезет, Наима убьет нас, прежде чем это сделают реликты. Это ж и их историческое наследие, не можем мы его взорвать. Снаружи все неплохо сохранилось, может и энергосеть тоже еще работает. Можно подключить наш генератор. Без подробной схемы разводки мы всю систему спалим. Видала, как горят провода под водой? А вдруг схема есть прямо перед нами, просто мы ее не видим? Это тебе твоя пещера нашептала? Но вообще-то она может быть права. Аксумы ориентировались при помощи эхолокации и поляризованного света. Возможно, нам нужно адаптировать наши сканеры или глаза. Ха! Ладно, спрошу у Софи, нельзя ли позаимствовать ее суперсканер. КПК, курс на аванпост. Синх, оставь тут запись на случай, если нас сбросят. Так, в общем, короче, доступ в обсерваторию закрыт. А нам туда надо. Как говорят, сообщения, оставленные инопланетянами. Вот, а взорвать ее они отказались. И предложили запитать ее электроэнергией от генератора. Но пока сделать у них это, судя по всему, не получилось. В общем, одолжить суперсканер. Есть какой-то суперсканер. КПК, курс на аванпост. Вот этот аванпост нам бы еще найти. Да, где он был бы? Интересно. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Исотало. Специалист, эксперт по выживанию, инфлюенсер. Тарифная блогер, что ли? Тарифная категория отсутствует, космический турист. Личные сведения, ветеран многочисленных одиночных экспедиций на Ракшасу и Ниос. Практик финского искусства выживания Биосису. Известный комментатор и медиаперсона, ну я так и знал. Связан близкими деловыми отношениями с Удалом Синхом и Малаку Сансаром, не способен испытывать положительные эмоции в отсутствие смертельной опасности. Несмотря на изначальный энтузиазм, способен уйти в самоволку либо взбунтоваться против системы контроля версий. Может потребоваться мониторинг версий с профилактическим откатом. Так, надоело жить в страхе. Кто сказал тебе, что планета наш враг? Ты слышишь зов древа? Ты знаешь, что скоро юбилей? День, когда мы освободимся от долгов и сможем зажить свободно. Найди нас в лагере номер 1. Но я пока не собираюсь в лагере номер 1, это же в стартовом биоме. Так, черный ящик Руби, давайте почитаем. Анар Цевангын, Руби. Обрабатываю данные самописца, синтезирую адаптированный отчет. Руби погибла в результате травмы грудной полости. Ее УЗК был пробит в нескольких местах клыками с урановым наконечником. Больше жертв не было, смерть наступила 236 тысяч часов назад. Черный ящик передал сигнал на биокапсулу на аванпосте. Откат предыдущей версии отклонен. Существование Руби продолжилось. В смысле? Так, и Раули Исатала. Иса погиб от удушения, в его баллоне кончился кислород, однако он на протяжении еще 12 минут поддерживал себя в сознании при помощи техники дыхания апноэ. Больше жертв не было, датчики УЗК зафиксировали многочисленные прикосновения к телу в момент гибели и после нее. После смерти кто-то пытался отпаивать его пресной водой. Смерть наступила примерно 236 тысяч часов назад. Черный ящик передал сигнал на биокапсулу на аванпосте. Повторная печать произведена, несмотря на поражение организма тяжелыми металлами и ретровирусом. Откат предыдущей версии отклонен. Существование Иса продолжилось. Ну то есть он... Его распечатали, но он был поражен тяжелыми металлами и ретровирусом, то есть ему, видимо, капсда. Так, саксумская дверь-заглушка, розетский камень, 250 лет возраст, структура копирует металлические постройки, мегалитические постройки архитекторов, обнаруженные на планете 4546b. Монолит расположен на известковом плато над углублениями естественного происхождения. Предположительный срок эксплуатации неизвестен. Так, и... Значит... Написано иероглифическим письмом. Что у меня с артом сегодня? Иероглифическим письмом. Получившим название Аксумское радиальное письмо А. Оно построено на логограммах. Каждый иероглиф представляет собой законченное слово и понятие. Находя дополнительные иероглифы, вы сможете переводить более сложные аксумские тексты. Вывод: Аксумы установили этот монолит в ожидании того, что его найдут архитекторы, то бишь мы. Будьте готовы ко встрече с архитекторами, то есть не мы. В том числе с автономными роботами и бактериями Хаара. Нифига себе, какие еще роботы? Так, снова заглушка. Так, обломок цикады. Фрагмент отсека М3CA цикада со спускаемым модулем, распавшийся на две части модуль
снабженный столовой для отдыха и приема пищи, служил переносной платформой для нужд колонии. Столовая затоплена, и это не первый случай. В прошлый раз ее осушили и превратили в рабочий отсек. Из-за воздействия окружающей среды и коррозии установить, сорвался ли модуль с цикады или приземлился в штатном порядке, затруднительно. Так, и бункер, несанкционированная сборка нового. Дуляной жилой модуль в толще вулканической породы, расположенный рядом с огромной карстовой воронкой и лавовой трубкой. Внутри имеется биокапсула, настроенная на модификацию тел колонистов. Функция печати погибших недоступна из-за нарушения лицензии. Судя по разбросанным по объекту деталям из разобранного терминала, но кто-то пытался взломать, перепрограммировать или отключить корпоративный ИИ, находящийся в собственности Альтеры. Я не очень понял, где это. Аванпост в охранной зоне. Так, окей. Скромная жилая база для колонистов, отправляющихся в этот регион на вылазки. Внутри имеется работоспособный изготовитель, узловой компьютер Nova. На объекте можно активировать и выгрузить информацию. Объект недавно посещали. Объект может служить основой для возведения исследовательской базы в этом регионе. О, это для нас. Так, аванпост. Надо только найти, где он может быть. Логовый глазстрела. Зона повышенной опасности. Эхолокаторы дальнейшего обнаружения зафиксировали в ней остов как минимум одного погибшего головастика. Это мы уже нашли. Так. Розовский камень. Если смысл написанного в обоих языках совпадает, второй можно подвергнуть предварительной расшифровке. Обломок цикады. Наличие обломков при отсутствии спускаемого модуля указывает на то, что судно подверглось катастрофическому разрушению. Из-за воздействия окружающей среды и коррозии установить, при каких обстоятельствах отделился и упал этот обломок, затруднительно. Обломок пытались частично разобрать, на нем обнаружены следы, оставленные инструментами. Инструменты произведены не Альтерой. Исходя из данных эколокации, обломок содержит фрагменты полезных инструментов. Акатомит. Понятно, спасибо. Все понятно. Руби 02 погибла вместе со своим головастиком при нападении акулы иглострела. Головастик был снабжен модулем улучшения, позволяющим погружаться глубже стандартной отметки. Так, это мы поняли. Отыщите черный ящик, установите, как погиб колонист. Ну, вроде уже отыскали. Или нет? А, нет. Нет. Выжившие бежали на восток. База, все, рванули биокапсулы, но затопил помещение. Я еле успел добраться, но это вроде было еще в стартовом биоме. Мы поплывем к депо по восточному тоннелю мимо офиса Софи и к мелким медузам. Как доберемся, перечитаю всех. Да. Место для сбора материалов в охранной зоне. Места. От аванпоста в охранной зоне. По пеленгу 165 градусов к юго-востоку затонул головастик. Так, получается, подождите. То, где мы сейчас находимся, это аванпост и есть охранная зона, да? Так, 120 градусов спускаемый модуль, 105 градусов обломки меньшего размера. Seek fresh water intake. Так, что здесь еще есть? Устрица живоглота, господи, моровой рассадник. Полное вирусное поражение. Портативный генератор кислородный, погружай подъемник. Создайте с помощью строительного инструмента оптимальная высота размещения до 100 метров над рабочей площадкой. Взявшись за ручки, потяните вверх и вниз для подъема спуска. Дотроньтесь до направляющей, чтобы вызвать подъемник. Вместимость 4 пассажира, оснащен 4 внешними крепежами для контейнеров, генераторов кислорода, прожекторов и многого другого вспомогательного оборудования. Погружай подъемник не является рыночным продуктом корпорации Альтера. Он позволяет оперативно перемещать рабочих и грузы между глубоководной рабочей площадкой и мелководьем. Сфера применения включает в себя добычу ресурсов, геологоразведку, подъем, демонтаж островов кораблей. Платформа подъемника представляет собой титановую ферму, перемещающуюся по покрытой смазкой направляющей. На направляющей имеются микросигнатуры Мантис Гуру медитации, предположительно заложенные в чертеж из сентиментальных соображений инженером-конструктором. Первый быстрый подъем при дыхании сжатым воздухом, например, при использовании базовых моделей кислородного баллона и регулятора, чреват серьезными осложнениями. Риск для жизни и здоровья можно снизить, следуя указаниям УЗК, применением нанотехнологий и, возможно, адаптациями, дающими устойчивость к давлению. Так, ребризер мы уже сделали, что про него читать? Плакат без паники, односпальная кровать, биосканер. Если сканировать изобретения аксумов, откроются чертежи для ремонта и изготовления, если живых существ, новые биомодификации.
Общие сведения. В водах протея много растворенных металлов и вирусной ДНК. В ходе эволюции местные организмы научились выявлять одно при помощи другого. Внутри биосканера содержатся металлоядные микробы со стойким свекольным запахом, которые вырабатывают триллионы металлических белков, маркеров. В естественной среде они вступают в реакцию с ДНК вируса, определяют, сможет ли микроб с ними взаимодействовать. Биосканер направляет эти белки-маркеры на цель в поле сканирования. При сканировании органики маркеры реагируют на протейскую ДНК, позволяя сканеру провести углубленный анализ биохимический анализ и создать новые биомодификации. При сканировании аксумских объектов маркеры вступают в реакцию со схемами, транзисторами, бактериальными волокнами, позволяя провести функциональный анализ технологии. Возможно, архитекторы вымерли в том числе из-за того, что изучение инопланетной биохимии проводили посредством сложных цифровых симуляций. У них просто не было свекольных микробов. Угу. Так, ну и биолаборатория, внедрение и удаление биомодификаций с временных генетических особенностей, перенятых у местной жизни. Понятно. Универсальная платформа для получения биологического преимущества, а еще сам факт ее изобретения в пух и прах разбивает пессимистические доводы тех, кто изначально выступал против экспансии, полагая освоение звездных систем невозможным из-за неразрывной привязанности человека к земной биоте. Так, что ж, вроде бы все, грядку мы получили. Терминал для аккумуляторов, это я уже понял, конденсатор, энергоячейки. Ну и как бы все, да? Водичку тут попить, и будет вообще красота. Вот так. Так и поесть надо, и поесть. Где у нас поесть? А поесть-то нету. А поесть мы будем делать уже в следующей серии. Так, в общем, короче, что у нас сегодня в этой серии произошло? Наконец-то я сумел сделать, во-первых, найти чертеж модуля модификации для головастика. Во-первых, сам модификационную станцию мы изготовили. Во! Целестин добыли, наконец-то. Сколько серий я ходил, мне он мерещился, и теперь он у меня в огромном количестве. Ну, так, не огромном, но количестве. Есть еще какой-то вот этот вот новый акатомит. Атакамид. Вот. Что еще? Нашли черный ящик Руби, головастика и чертеж модуля для установки улучшения головастика, чтобы он мог опускаться ниже 250 метров. Наконец-то теперь нам эта глубина не грозит серьезными повреждениями. Мы можем исследовать новые глубоководные биомы и локации. А локации здесь есть, тем не менее, да, вы поняли, что вот этого чувака надо собрать, кислотогенного, кислотника этого. Так, все. А локации-то есть. Там огромные постройки. Вот там. И акулы-иглострелы, которые, кстати, меня бьют и обижают. И это очень неприкольно, потому что они злобные, противные. И очень у них это получается успешно делать. Могут бить головастика, то есть наносить ему действительно серьезный урон. И будут это делать, видимо, до момента, пока его не разобьют совсем пух и прах и оставят меня на этой глубине просто с ластами и маской. Естественно, этого допускать нельзя. Моровые заражения, посмотрите, доходят уже сюда, до базы. Ну вот, этот самый аванпост охранной зоны, как я понял, именно так он называется. Так, давайте-ка, кстати, почитаем. Исследовательский аванпост, да, он и есть. Так, ну и что? Удалось запитать сегодня аналитический анализатор здесь. И с ним повзаимодействовать. Он нам рассказал, что, куда, кого. Ну вот, собственно, так мы и нашли этот самый черный ящик Руби и модификационную чертеж улучшения для головастика. Так, Целестин есть, значит, новый минерал нашли. Нужно найти биосканер с базой, с питанием базы. Что-то пока непонятное, вот одна турбина не работает, и как будто бы вот все равно не хватает. Вроде все в порядке, но как будто бы и нет. Хочется мне, значит, в следующей серии отправиться, да, на поиски черного ящика Аниты, Гатшаль. Где-то он находится, но почему-то, кстати, мне не дали наводку. А вот дали. Черный ящик Аниты, 542 метра и глубина 380. Да, и там же, где мы обнаружили инопланетные постройки, огромный комплекс. Я там нашел что-то типа обсерватории, куда нам и нужно, об этом говорят письмена, около вот этой огромной башни. Вот на той, по-моему, на том обелиске. Я прочитал эти сообщения, теперь я могу понимать. Вы кто такие вообще? Что за креветки? Вас вообще сканировать можно? Вы блохи. Пошли отсюда.
Это моя база. Кыш, тараканы несчастные. Так, в общем, вот туда мы отправимся. Там огромная локация. Огромный комплекс. И, соответственно, там нам нужно будет разобраться со всем этим. Как его запитать, потому что, судя по всему, энергии нет. Его нужно запитать и, соответственно, проникнуть внутрь, в обсерваторию, где нас ждет какая-то информация, которую нам оставили Аксумы, чтобы мы смогли им помочь. Что-то с ними произошло, и мы должны узнать, что именно с ними произошло, чтобы прийти им на помощь, если возможно. Не знаю, сколько лет, тысячелетий они здесь ждут, но если еще не поздно, может быть, нам удастся это сделать. Как ты быстро растешь? Дай-ка я тебя еще раз соберу. Почему не могу? Странно, да? Инвентарь полон. А собрать тебя не могу. Что происходит? Какие-то глюки. В общем, что из позитивного, да? Заработал наконец-то вот этот вот самый настройка генерации кадров. Стало все поплавнее, но я это вижу, по крайней мере. Не знаю, как будет в записи, не знаю, как будет вам, но, по-моему, стало получше. Здесь, в этой самой башне, есть тоже дверь, в которую можно зайти, но внутри аксумская дверь, которая не открывается. Видимо, нужно, опять же, что-то почитать. А теперь почитать я могу, поэтому в следующей серии надо не забыть отправиться туда и посмотреть. Может быть, и я смогу получить доступ и какую-то новую ветку сюжетную открою. Посмотрим. В любом случае, план капкан ясен на ближайшее время. Требуется нам раздобыть биосканер. Точнее, его изготовить. А готовится он у нас из интересных ресурсов, которых у меня пока что нет. Вот, есть биосканер. Эмалированное стекло, эмалированное. Я могу сделать, но проводящего кристалла я не нашел, не обнаружил, не знаю, что это вообще такое. Так, и, ну, вот как-то оно так и получилось. Хотел бы я здесь построить иллюминатор, но почему-то вот он привязывается по центру, посередине, я его поставить не могу. Никак у меня не получается. Могу только дырку в окне сделать здесь. Еще и стекло на это потратить. В общем, классно. Сделаю, может быть, в следующей серии снесу. Ну и вроде бы как-то в целом понятно. Ну вот давай сюда будем смотреть. Да, класс. Молодец. Прогрузилось. Все, вообще огонь. Вот так я буду в это окно смотреть. Ладно, фигня какая-то получилась. В общем, как-то так, друзья. На сегодняшнюю серию мы, пожалуй, будем закругляться. Планы на следующую ясны. Если я что-то опять где-то просто в глаза не смотрел и пропустил, напишите мне в комментарии, пожалуйста. Я думаю, что это будет мне очень полезно. Если я какой-нибудь там смогу найти ресурс, который у меня лежит под носом, но я просто не заметил его в суете, пока убегал от этих акул и гластрел. Будет классно. В любом случае, буду рад вашим комментариям. Обсудим дальнейшие планы по этой игре. Если понравилось это прохождение, ставьте лайк. Поделитесь с друзьями, вдруг им зайдет такой контент. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Прожмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И увидимся с вами в будущем. Пока.